កាច់ញ៉ាំបាទជឿបាទឥឡូវនេះហេយកបលេងក្នុងកបាយ What is bird? មកប្រយ័ត្នគេថាមកបងអីចិត្តឯងគាត់គេ From what? Maybe you need to give to her free. ចាហើយមកវិញហ្មងต้องการ Huh? What is bird? Where he takes this one? Because he's poor, he needs to take and put money. He sell. How much? Сколько? How much he sell? Так, вот получается чувак какой-то тут шел, вот какую-то дикую птицу поймал, говорит, что за история-то с этой птицей? Explain please about this. It's bird from where? It's so sad, my love. Because they poor, my love. They take for go to clean and eat, baby. Understand? Cái tập lấy ná đấy bạn chết đâu. Так, короче, вот получается парень шел по улице, тащил вот эту вот птичку. Бедную, даже бедная птичка, даже не знаю, как она называется. And how much pay to him? What? He not say. I just ask him give me please. I will give you money. Okay, need to give to her free. Да. Give to her free. Because they need say how to cook and eat, па. He take to cook. Да. Cooking. Да. Короче, он взял, чувак шел, поймал вот эту птицу дикую. Какая она? Ну, она не знаю, какая она дикая. Я даже не знаю, что это за порода, вот еще раз. Мы тут просто сидели, завтрак у нас был. Сейчас будем ее выпускать. Well, I need to give to her free, baby. Yeah. No, not here. In here again. Let's go to the right car and put some way so far. មើលឃើញទេខ្ញុំមើលគ្មានឃើញណា Cô sángនេះហាអត់ហា ហើយគាត់ចង់យកទៅលេង Да, вот такая история, блин. Такие тут вещи могут происходить. ឡើងទៅបលេឆ្ងាយទេ Такая вот она, Кампучия. ខ្ញុំមិនវាស្លោដល់ព្រោះជិះមើលមក Слушайте, я как бы это... Ну, в Китае вот едят птиц, я знаю, всяких разных отлавливают и все. Здесь, видать, тоже. Типа вот у него типа нет денег, и вот он решил ее это. សាប់ហ្នឹងហើយ Блин, она просто это, вообще никак это. Она уже просто привыкла, она даже не дергается от тигра. Надо срочно выпускать ее, пока она не ослабла. Так, baby, давай, need to give this is bird freedom. Not here. It's here they say again. Somewhere. No, let's go. Let's go drive car. Or drive motor. So sad. Ну, so sad, okay. This is life. What we gonna do? Just... No, I say bird so sad, man. I see here, of course, she's scared to die. Of course, need to give to her free. But listen. ណាគេបាញ់មកប្រហែលក្តៅលក្ខជាតិដល់ Да, короче, вот такая вот история с птицей. Но сейчас поедем ее выпускать. Выпускать надо будет. Она говорит, я типа здесь выпускать не стоит. Сейчас он ее опять поймает. Так она, по идее, должна летать. А why cannot here? Because she can fly. ខ្ញុំថាមកបរិញ្ញាតបាន Я спросил, она же может летать. Как это? ចាំបរិញ្ញាតចាំទៀតហើយ Вот он знает, что это за птица. យ៉ាខ្ញុំចាំបានហ្នឹងហើយទៅរកហូតណាចាំបានទៅតែគាត់ថតដល់ដែរអូយតែជីវិតមនុស្សយើងអាបាក់ធ្វើចាំគេ
ทุกคน Поедем сейчас выпускать эту птицу куда-то, типа здесь ее выпускать нельзя, а то ее опять поймает чувак. Ну вот, кстати, вот да, я показываю все реалии жизни, которые здесь есть. Вот это сегодня прямо вот с утра произошло событие. Я даже на телефон снимаю, у меня не камера, а просто снимаю на телефон. Поэтому, может быть, качество будет не самое лучшее. Это вообще фронтального айфона 11. Подтрясывается что-то. Так что не обессудьте. Ну вот такая история. Такие вещи здесь тоже происходят. Так, ну вот, ребят, везем птицу. Ведем птицу. Я говорю, может, вот здесь вот где-нибудь ее высадим. Нет, здесь типа не надо высаживать, она сказала. Давайте повысаживать куда-то вот сейчас поедем подальше, там где в полях, в болотах ее высадим. Такая ситуация, можно так сказать, очень интересная в плане, как бы, и осуждать этого парня, то что, ну, я не знаю, вы видели, он как бы, как они сказали, что он как бы достаточно бедняк, и что денег нет совсем, вот взял ее, типа, буду есть. Купили, я даже не знаю сколько. How much pay to him? He said up to me. Вот он сказал, короче, сколько хотите, только и заплатите. Ну вот получается так. Ну вот, не знаю, вы не подумайте, что тут это как-то доиграно и все остальное, как бы ситуация реальная. У меня была ситуация наподобие, расскажу, мы были в Гуанчжоу, я когда жил, ко мне друг приезжал, Саня, вот, Саня, может, сейчас тоже будет смотреть эту историю. Так вот, в Гуанчжоу там прям животные живые продаются в ресторанах, чтобы их, ты просто подходишь, там, покупаешь, там, какая-нибудь белка, вот я там какую-то видел, там, какие-то там кролики, там, понятное дело, там. И вот был голубь, да, и вот мой друг, мы вот тут вышли с ресторана, и он увидел этого голубя и распереживался, давай этого голубя куплю. Китайцы сказали, давай, мы тебе его приготовим, он его купил. Он сказал, нет, я его заберу, и вот в итоге вот он отправился в парк с ним, и в парке его выпустил, этого белого голубя. Конечно, судьба там этого белого голубя дальше неизвестная была, потому что, я не знаю, может он там мог летать или не мог, я не знаю. Но вот в Азии как бы едят многих из животных и птиц. И все, а вот то, что касается, опять же, этих птиц, здесь вот в центре города такая есть история, туда приеду, покажу. Там, получается, выпускаешь какие-то тоже вот таких типа птичьих птиц или каких-то там воробьев. Ты платишь за них деньги, выпускаешь, типа там на удачу. Они потом их, короче, опять ловят. И опять, короче, продают. Вот такой порочный круг. Поэтому, если вы как бы хотите, чтобы этот порочный круг разрывался, лучше тогда не, может быть, не покупать этих птиц. Ну, в данной ситуации вот как поступить было? Я бы сказал, что по-любому надо выпускать. Yes, baby? Yeah. Ну вот, она сказала, что... She's sad right now. Ну вот она говорит, я типа расстроена. No, but if he next time take again, I think he doing this one Sam. He does that, but now if we can half only this one. Ну я вот говорю, что а если в следующий раз он опять возьмет как бы эту птицу, поймает такую же и также ее потом. Но она говорит, что ну в следующий раз будет в следующий раз. А вот тут типа если есть возможность как бы отпустить животное, то как бы лучше отпустить. Как он, вот смотрите, какая красивая птичка. Едем по нашему району. У нас, конечно, на районе с дорогами тут не очень. Дальше туда. Хотели вот здесь ее выпустить, а тут, короче, оказывается, вот все как бы озеро вообще засыпают, ну, земля строят. Будут все строить. Короче, я бы сказал, что сейчас отвезем ее в пагоду. Там около пагоды есть какое-то озеро, там выпустим.
Короче, в пагоду решили выпустить. Tia nè. Cha. Такие здесь пагоды. Как я уже во многих роликах говорил, они все такие разные. Но здесь такая классная энергетика, такая хорошая аура. И она говорит, собак сюда приводят тоже. Да, кстати, что касается собак. Здесь тоже как бы собак есть, кто употребляет в пищу. Не только, допустим, там в Корее или в Китае, здесь тоже это проблема. И он на путухе. Oh shit. Maybe she cannot walk. Cannot walk. Ой, короче, это. I think it's frog. No, maybe better another place because here some chicken can eat her. Wait. Check from how far? Я говорю, может лучше в другое место положить. Ну что тут? Положите тогда надо в кусты. Давай тогда вот его туда, может быть, давай. Ну, короче, как будет, так будет. Как бы мы выполнили свой, можно сказать, долг. Ну, что-то она в плохом состоянии. Я думаю, возможно, у нее шансов даже на выживание уже и нет. Ой, короче, вот так вот. Maybe for her need give water. Водички бы ей попить, потому что она, скорее всего, обезвожена. It's okay. It's okay. Да окей. Water. Water need to her. You got the buy one more time. Так. Так, Dạ. Play Pulman. Một con. À. Giờ đang ấy. Ох, блин. Акун. Купил воды. Вот такой у нас утренний ход. And she fly. Так need give to her water. Блин. Сидит там, говорит, сейчас воды дадим. Дадим воды. Ох, блин, вот история у нас сегодня, да? Слушайте, а я ее не вижу. А, вон она. Сидит, как-то надо ей будет водички сейчас дать. Как я до нее, даже до нее не дотянусь уже там. Короче, это история, как я поил тут диких птиц. Слушайте, пьет так потихоньку. Но, видать, у нее обезвоживание просто произошло. Надо было сразу ей воды дать, что-то не доперли там дома. Сейчас придет в себя. Ой, придет в себя и, думаю, отойдет. Ладно, вот оставляем ее здесь под защитой Будды. Но тут, как говорится, если выживет, то выживет. Далее тут попить. Все, пошли. Хотя я бы на самом деле бы оставил бы лучше где-нибудь в кустах. Но Эпи говорит, пускай лучше будет здесь. Но она, говорит, типа начала ходить, поэтому... Ой, блин. Это история. Утром в субботу.
Я тут хотел один ролик выложить, другой, но сейчас этот быстро смонтирую и выложу прям. Все, друзья, всем пока. Надеюсь, больше я не увижу этого чувака, который носит этих птиц. Все, решили в пагоду зайти. Снимаю здесь как внутри. Время 10:28. Вот здесь сейчас никого нет, службы, наверное, нет. Ой, сейчас вот еще разговорились. Эпи говорит, что типа она ее в пагоду специально положила только потому, что вот если тут вот даже рядом мы сейчас проезжали, там есть какие-то сады, там есть еще какие-то там какое-то там типа озеро такого. Говорит, она же, говорит, это обездвижена, да. Пока наберется сил, ее какая-нибудь змея съест, а тут как бы змеи есть прям вот и в черте города, как бы они присутствуют. Либо человек, либо собака какая-нибудь, и все. А там в пагоде мы положили на вот этом, на высоком постаменте. Люди не возьмут, змей там нет, и собаки оттуда не достанут. Поэтому это было единственное оптимальное место, куда можно было эту птичку спрятать. Вот так.